Я ненавижу полукровок. Сухое со сладким не смешивают. Самым распространенным слухом был сказ о заброшенном доме, где-то в глубине леса. Заброшенный дом, в котором по старинным поверьям хранились сокровища, и охранял эти сокровища ужасный вампир. Путнику не нужны были сокровища. Наверняка там уже побывали сотни искателей сокровищ и обшарили весь дом снизу доверху. При этом встречаться с ужасным вампиром не было никакого желания. Пусть это и были только страшные рассказы и байки. Интересно, в какой момент перегорают все страхи, преграждающие посещение данного места? И что больше укрепляет желание посетить этот затхлый дом? Найти хотя бы крупицу ценного клада или встреча с опасностью с глаза на глаз? Темного времени суток, вы попали в долину нежити. Мы продолжаем знакомить вас с типизацией нежити и не сбавляем оборотов. Благодаря вам долина расширяется и продолжает расти. Не прекращайте следить за развитием проекта, и, быть может, нежить не тронет вас. Подписывайтесь на канал и другие площадки проекта по ссылкам в описании и продолжайте содержать в чистоте своих скелетов в шкафу. Зомби. Архетипическое существо, самый распространенный и многочисленный тип нежити, элемент коллективного бессознательного, труп или зомбированное живое существо, полностью потерявшее контроль над собой и своим телом, или подчиняющееся чем-то приказам. Когда-то существовали малые духи и сущности, поедающие живую плоть, которая возникает из трупов, умерших от голода, но затем они обросли более живучей оболочкой. Они рыщут по темным улицам в поисках своих жертв, практически лишены интеллекта, способны думать только о еде и выглядят как трупы, вошедшие в начальную стадию разложения. Оживший труп, оживленный колдовством и чарами некромантии или сверхъестественным образом, часто фигурирует в разных сплетнях и слухах. Рассказы о начинающемся безумстве местных жителей навевают на предположение, что их всех посетила некая неизвестная инфекция или вирус, из-за которых безумство окружающих может превратить разумных жителей в бездумных существ. Постепенно теряющих изначальный облик и здоровый ментальный иммунитет, инфекция может перейти и в форму бешенства, делая бедных существ в агрессивных созданий. Бешенство протекает в несколько этапов, на первом из которых зараженные испытывают головную боль, тахикардию и жажду, причем неважно к чему именно, а на последующем втором этапе мозги существ подвергаются разрушению, что проявляется в агрессии, возбудимости и галлюцинациях. Наконец, на завершающей стадии болезни зараженные вполне подходят под определение зомби. Они не контролируют собственное тело и стремятся лишь к тому, чтобы удовлетворить мучительный голод, затмевающий разум. Не задумываясь о последствиях, в ходе которых зомби могут распространять болезнь, нередко стремятся кусать окружающих, причем самого носителя развитой болезни спасти уже не удастся. Иногда отделенные от зомби конечности продолжают целенаправленно двигаться, что делает расчленение не слишком-то привлекательным способом для уничтожения данной нежити. В зависимости от способа поднятия и превращения, зомби могут быть как агрессивными убийцами всего живого, так и послушными слугами. Этих неупокоенных можно разделить на две основные категории. Магический зомби. Труп, оживленный некромантом или самопроизвольно поднявшийся на кладбище или в ином месте захоронения. Зомби магические могут отличаться во многом, быть быстрыми или медленными, сильными или слабыми, практически вечными или разваливающиеся через пару дней, но вышеуказанные условия характерны для всех представителей данного типа. Вирусный зомби. Труп, оживленный неким зловещим вирусом, чумой некромантии или особой формой эктоплазмы. Различные виды вирусных зомби друг от друга отличаются очень сильно. Возможно дальнейшая эволюция с серьезным изменением внешности и физических параметров, а также наращивание интеллектуальных навыков. При этом имеется общий признак такой категории. Они все были живыми,
прежде чем были превращены в агрессивных и разлагающихся существ. Даже если живое существо было заражено вирусом и превратился в зомби, это все равно подразумевает смерть и последующее пробуждение умертвленного восставшего. В данной части рассмотрим несколько типов, совершенно противоречащих друг другу, но имеющие общую узнаваемость. Нередко встречаются гули, стригои и другие упыри, но их часто путают между собой. Обычно гуля редко замечают, но изображают как существо с отвратительной теневатой мертвецкой слизкой кожей. В основном гули описываются как трупоеды и расхитители могил, хотя при этом плотью не питаются. Постоянно меняют форму, превращаются в животных и разных других существ, в особенности в гиен. Видимо, очень любят ехидных, собакоподобных существ. Гуль не безобиден, живет в болотах и колодцах, на кладбищах и близ могильных курганов. В особо больших количествах гулей можно встретить на местах буйных схваток и батальных сражений. Живых существ боится, избегает. С регенерацией у гулей все не так хорошо. Потерянную конечность, например, они восстановят, но только после очень обильного питания кровью на продолжительное долгое время. С магией у них тоже не все в порядке. Единственное, что им удается действительно хорошо, это использовать иллюзии. С внешностью гулей такой навык попросту незаменим. На живых существ гуль нападает только тогда, когда очень голоден, разъярен и охотится в стае. Порой гули могут иметь более смертоносную версию в своем роде, и порой такая нежить может перерасти в сущность, опасную даже для целого отряда опытных головорезов. Продолжительное и стремительное поглощение трупных помоев способно изменить сущность гулей и перевоплотить в их более омерзительное создание – стрыгов, или иначе известные как стригои. Об этом типе нежити известно немного. Это особая группа вампиров, идеологически близка к упырям. Они не только пьют кровь, но и пожирают своих жертв. Такими существами становятся гули, чересчур злоупотреблявшие питьем крови животных. Внешность у стрыг не слишком-то приятная. При желании они еще могут сойти за человека, но длинные когти и ряд острых зубов скрыть для них довольно сложно. Живут стриги теоретически долго и не боятся серебра и святой атрибутики, но при этом дневной свет для них смертелен. Гротеск – это составной тип нежити, который может принять на себя множество ударов, вбирая в себя весь урон противника, получая от этого боевое удовольствие. Будучи побежденным, Гротеск производит реакцию с последующим взрывом своего тела, выпуская на поверхность червякообразных миног, которые сидят внутри него, распространяя хворь и пахучий запах на окружающих существ. Когда же низшие кровососы обретают мышечную массу, способную перебороть гниение, они направляются к водянистым землям, к болотам, чтобы насытиться местными чревообразными тварями и наполнить свою тушу водянистой субстанцией. Когда же их тела набухают, наполняются и пропитываются окружающей грязью, их мышцы и плоть также набухают, обретают громадные формы, позволяя гротеску обрести непропорциональную форму, наполняя гнилые язвы инфекционным поветрием, делая их тела опасными боевыми единицами. Гротески могут показаться медленными и неповоротливыми, но они скрывают множество опасностей в своих отвратительно деформированных телах. Набор шипов скрывается под плотью нежити, и в них гнездятся отвратительные паразиты. Возможно заметить, что в гротеске гораздо больше угрей и тварей, чем может позволить объем его тела. Помимо них, организм гротеска становится подобием ежеобразного существа. В теле прорастает дополнительный мышечный каркас с острыми шипами, выполняющий роль оборонительного органа. Вампиры были нежитью, мертвецами, которые по воле зла поднялись из могил, хотя ничего общего с зомби, привидениями и духами не имели. Некоторые путники очень заблуждаются в происхождении вампиров. Считают, будто это не оживший мертвец, а бывший злой колдун, который обратил свою магию в свою сущность, постепенно превратившись в кровопийцу. Вампир – это существо, обладающее сверхъестественными способностями благодаря употреблению крови жертв разных видов. Разный вид крови имеет разный эффект на физическое и магическое развитие вампиров. Хотя вампиризмом
может быть заражено любое существо. Обычно эффект распространяется среди разумных, являются единственными существами, которые могут поддаться жажде крови. Эффект, способный ввести вампиров в приступ ярости, используя свою или кровь других вампиров в качестве основного источника питания. Зачастую под вампиром подразумевается умершее или убитое создание, превратившееся в кровожадное существо путем как магическим способом, так и иным существующим эффектом. Однако подобные детали могут отличаться в различных условиях происхождения. Чаще всего вампирами становятся существа, что на протяжении долгого времени смогли урегулировать свои навыки, разум и способности при начальном этапе формирования кровожадного разума. К таким существам относятся гули, стриги, упыри, вурдалаки и другие низшие создания, имеющие общие черты вампирского происхождения. Низшими вампирами также называют самых разных существ, как выродившиеся представители высших вампиров, так и других низших представителей нежити, питающихся кровью разных существ. Хотя многие из хорошо известных слабостей распространены среди вампиров, не каждая слабость применима к каждому вампиру. Некоторые виды вампиров эволюционировали за пределы общих слабостей. Вампиры обладают повышенной силой, долговечностью определенных физических навыков, скоростью и рефлексами в несколько раз превышающие по сравнению со средним живым существом. Искомые и древние вампиры обладают способностью вместе с кровью пожирать души своих жертв. С годами души копятся в чреве вампира, делая его все более могущественнее, позволяя ему возрождаться жертвой накопившейся энергии. Эти же души искомые вампиры могут воплощать в виде яростных призраков, сражающихся на их стороне, или использовать силу этих душ в качестве источника магии крови. Последующие поколения постепенно теряют эти навыки. Некоторые больше не могут пожирать души, другие не способны к возрождению с их помощью, так как на восполнение этих сил требуется больше пищи.